Всем большой привет! Это вторая часть пинеток с принтом, и давайте продолжим. Мы уже связали, далее продолжим вязать язычок для пинетки. Смотрите, там, где мы вязали столбики с накидом, в этот ряд мы будем вязать 2 столбика без накида для язычка. Там, где вязали столбики без накида, всего 1 столбик без накида. Итак, у нас получится 15 столбиков без накида для язычка. Давайте начнем вязать, я вам подробнее все расскажу. Начинаем вязать. Протягиваем нить, язычок этот мы спрячем по ходу вязания. Набираем 2 воздушные петли подъема, которые мы будем считать за 1 столбик без накида. Далее в этот же ряд, где мы вязали ряд столбиками с накидом убавления на мыске, вяжем еще 1 столбик с накидом. Далее во второй ряд, где мы вязали просто столбиками без накида, мы вяжем 1 столбик с накидом. Далее, смотрите, идет третий ряд мыска. В этот ряд мы провязываем 2 столбика без накида, так как третий ряд мы вязали столбиками с накидом убавления. Следующий ряд у нас идет столбиками без накида, поэтому в этот ряд мы вяжем 1 столбик без накида. Провязали. Далее мы провязываем еще 1 столбик без накида. И еще 1 столбик без накида мы провязываем в середину мыска, там, где мы заканчивали вязание. Провязали. Ниточку мы спрячем по ходу вязания и дальше вяжем от середины. Нам нужно еще связать 7 столбиков без накида, так же, как и с той стороны мы провязывали. Вяжем. И всего в первом ряду язычка у нас получится 15 столбиков без накида. Довязали. Далее делаем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание. Второй ряд язычка мы вяжем столбиками без накида. Вяжем с самой первой петли. И во втором ряду у нас получится 15 столбиков без накида. Не забывайте провязывать в конце ряда во вторую воздушную петлю подъема 1 столбик без накида. Вяжем. Третий ряд вяжем таким образом. Третий ряд будем вязать столбиками с накидом, поэтому начинаем вязание в самую первую петлю. Заводим крючок, достаем ниточку, провязываем как столбик без накида и делаем еще 1 воздушную петлю. Можно, в принципе, связать, набрать 3 воздушные петли подъема, но мне нравится начинать вязание вот таким образом. Но так не будет дырочки такой между воздушными петлями и столбиком с накидом. И вяжем до конца ряда еще 14 столбиков с накидом. Провязала. Далее 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем в самой первой петли столбики без накида. В этом ряду, в четвертом, у нас получится 15 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Довязали, разворачиваем вязание, начинаем вязать 5-й ряд. Вяжем как столбик без накида, еще 1 воздушная петля. Этот столбик мы считаем за 1 столбик с накидом. И далее вяжем еще 14 столбиков с накидом. Таким образом мы провязываем, чередуя столбики с накидом и столбики без накида. И всего на язычке у нас должно получиться 12 рядов. Провязала я язычок, у меня получилось всего 12 рядов. Последний ряд у нас был изнаночный столбиками без накида. Ниточку я отрезала и спрятала. Далее будем вязать боковые стороны с принтом. Начинается, наверное, самая сложная часть этого мастер-класса. Я нарисовала вот такую схему. Раппорт узора у нас будет составлять 19 петель, потому что всего у нас осталось 38 петель на боковые стороны. И узор у нас будет состоять из 12 рядов. Для дальнейшего вязания можете сделать скриншот узора, либо же нажать видео на паузу. Сейчас мы начнем вязать первый ряд. В первом ряду у нас будет только белый и черный цвет.
Итак, начинаем. Берем белую ниточку. Начинаем вот с этой первой петли. Как я уже сказала, что у нас здесь осталось 38 петель. В самой первой петле начинаем вязание. Протягиваем нить. Кончик нити мы прячем. Набираем 2 воздушные петли подъема. Их мы будем считать за один столбик без накида. Вот он. Далее нам нужно провязать еще один столбик без накида. Так, но не довязываем до конца, так как следующая петля у нас будет черным цветом. Поэтому мы не довязываем этот столбик, а сразу же сюда протягиваем нить черного цвета. Протянули. Белую ниточку подтягиваем. Кончики нити все мы будем прятать по ходу вязания. Не торопитесь. Делайте все аккуратно, главное понять смысл. Следующую петлю провязываем столбик без накида черным цветом, но не довязываем, так как после него идет столбики без накида белого цвета. Поэтому сразу же берем ниточку белого цвета и меняем цвет, протягиваем через 2 петли. Итак, мы провязали уже одну петлю узора. Далее нам нужно провязать 11 столбиков без накида белым цветом. Последний столбик 11 мы не довязываем до конца, так как нужно нам далее менять цвет. Черную ниточку мы как бы обвязываем столбиками без накида. Получается, тянем ее до следующего узора. Вот видите, черная ниточка у нас внутри столбика. Довязали 11 столбик. Как я уже говорила, его мы не провязываем до конца, так как следом идет узор черным цветом. Протягиваем черную ниточку и вяжем 2 столбика без накида. Один провязываем полностью, второй, так как он последний, далее идет белый цвет, не довязываем до конца и меняем цвет на белый. Провязываем. Ниточку черную подтягиваем. И вот что у нас получилось. Далее после черного цвета идет 3 столбика без накида белым цветом. Один, 2 и 3 столбик без накида. И смотрите, раппорт узора мы уже сделали. Дальше возвращаемся на начало раппорта и начинаем вязать то же самое, что мы и вязали от начала ряда. Провязываем 2 столбика без накида, второй столбик без накида не довязываем до конца, так как нам нужно поменять цвет на черный. Меняем цвет, подтягиваем. Далее вяжем 1 столбик без накида, но не провязывая его до конца, так как следующий столбик нужно провязывать белым цветом. Меняем цвет на белый. Далее вяжем 11 столбиков белым цветом. Далее меняем цвет на черный. Далее меняем цвет на белый. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, я провязала почти до конца ряда. Осталось провязать еще 2 столбика без накида белым цветом. Провязываем 1 столбик без накида. И далее мы провязываем просто столбик без накида. Черную ниточку мы уже внутри не провязываем. То есть ниточку черную оставляем. Далее делаем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание. И будем вязать второй ряд. Нити будут немножко скручиваться, поэтому я почти после каждого ряда их перекручиваю назад. Далее вяжем второй ряд, вот с этой стороны начиная. Вяжем 2 столбика без накида белым цветом, 4 столбика без накида черным и так далее вяжем узор. В этом ряду мы также будем вязать белыми и черными ниточками.
И смотрите один нюанс, как мы будем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд обычно мы вяжем, крючок заводим с этой стороны, но так как мы вяжем узор, крючок заводим с лицевой стороны на изнаночную. Вот таким образом. И провязываем столбик без накида. Один столбик без накида мы провязали. Далее вяжем второй. Вот таким образом, не довязывая до конца, меняем цвет на черный. Протягиваем черной ниточкой. Далее вяжем 4 столбика без накида черным цветом. Четвертый столбик без накида черным цветом мы не довязываем до конца, так как далее мы будем вязать белой ниточкой. И провязываем последний четвертый столбик. Не довязывая его до конца, меняем цвет на белый. Ниточку черную можно подтянуть. И дальше вяжем 4 столбика без накида белым цветом. Здесь также четвертый столбик белым цветом мы не довязываем до конца. Так. Видите, как ниточки закручиваются, поэтому немножко здесь неудобно вязать из-за этого, но это ничего страшного. Можно их распутать. Так, 3 столбика провязали, четвертый провязываем не до конца, меняем цвет на черный. Поменяли. Далее у нас 2 столбика без накида черным цветом. Провязываем. 1. И второй столбик без накида не довязываем до конца, меняем цвет. Поменяли. Далее нам нужно провязать 3 столбика без накида белым цветом. 1, 2. И третий столбик без накида мы не довязываем до конца. Меняем цвет на черный. Поменяли. Подтягиваем нить. Дальше вяжем 3 столбика без накида черным цветом. Два. И третий не довязываем до конца, меняем цвет на белый. И нам осталось провязать 1 столбик без накида, и раппорт узора мы провязали. Провязали и дальше начинаем повторно вязать этот раппорт. Провязываем 2 столбика без накида белым цветом, как показано вот здесь. Один я провязала, остался еще 1 столбик без накида. Его мы не довязываем полностью. Меняем цвет. Далее вяжем 4 столбика без накида и дальше повторяем все то же самое, что мы и вязали в начале. И давайте этот раппорт провяжем самостоятельно. И здесь, смотрите, я довязала почти до конца ряд. Меняем цвет. И вот в последнюю петлю, куда мы провязываем белым цветом, мы уже черную ниточку оставляем. И просто провязываем белым цветом последнюю петлю. Дальше разворачиваем вязание. Будем вязать третий ряд. В третьем ряду нам уже понадобится нить еще одного цвета. У меня это малиновый цвет. Смотрите, где мы его будем использовать. В третьем ряду мы будем провязывать. Вот здесь у нас уже будет малиновый цвет. Вяжем дальше. Здесь у нас нету. И вот здесь, в этом узоре, тоже малиновый цвет присутствует. Итак, начинаем вязать. Делаем одну воздушную петлю. В первую петлю провязываем белый цвет, не довязывая до конца. Далее у нас идет второй столбик черным цветом, меняем цвет. Вяжем черным цветом.
Вяжем столбик без накида, не довязывая его. И дальше, смотрите, у нас идет малиновый цвет. Заправляем нить. Я делаю это вот таким образом. Так. Кончик нити это я спрячу потом. То есть сейчас я его прятать не буду. И вяжем столбик без накида малиновым цветом. Но этот столбик без накида мы также не довязываем до конца, потому что следующий столбик у нас идет черного цвета. Меняем цвет. Поменяли. Ниточки подтягиваем. И теперь, смотрите, мы будем вязать, и белый и малиновый цвет у нас будут внутри столбиков, получается. Провязываем один столбик без накида и второй, не довязывая до конца. Далее у нас идет столбики без накида белого цвета. Меняем нить на белый цвет. И вяжем. Один. Второй столбик без накида, не довязывая его. Далее у нас идет 3 столбика без накида черным цветом. Меняем цвет. Вяжем. Один. Ниточка торчит, я ее обрежу потом. 2. И третий столбик без накида не довязываем. Меняем цвет на белый. Далее вяжем 3 столбика без накида белым цветом. Третий столбик без накида не довязываем до конца. Меняем цвет. Меняем цвет на черный. Так. Вяжем столбик без накида черным и дальше меняем цвет. Меняем на малиновый цвет. Далее у нас идет 2 столбика без накида малиновым цветом. Один и второй, не довязывая до конца, меняем цвет на черный. Далее идут у нас 2 столбика без накида черным цветом. Меняем цвет на черный. Вяжем 2 столбика без накида. Один, второй не довязываем до конца, меняем цвет на белый. У нас идет 1 столбик без накида белым цветом. Провязали. Раппорт узора мы уже сделали. Возвращаемся на начало вязания третьего ряда и провязываем все так же, как мы и вязали. 1 столбик без накида белым цветом, не довязывая его, и провязываем все так же, как мы и вязали. Меняем цвет на черный. Подтягиваем. Провязываем 1 столбик без накида черным, меняем цвет, не довязывая до конца. Поменяли цвет на малиновый. Вяжем 1 столбик без накида малиновым цветом. Не довязывая до конца, меняем цвет. Далее у нас идет черный цвет. 2 столбика без накида черным цветом. Провязываем 1. И второй столбик без накида не довязываем до конца. И вяжем все так, как и вязали. Довязала я ряд до конца. Дальше мы начнем вязать 4-й ряд. 4-й ряд мы начинаем вязать с этой стороны вправо. Итак, одну воздушную петлю я уже сделала. Далее нам нужно провязать 1 столбик без накида белым цветом. Помним, да, что крючок заводим с лицевой на изнаночную сторону. Так, провязываем, не довязывая до конца столбик без накида. Меняем цвет на черный.
Поменяли. Ниточки подтягиваем. Дальше вяжем столбик без накида черным цветом. И еще один столбик без накида, не довязывая его до конца. Далее меняем цвет. Нам нужно провязать один столбик без накида малиновым цветом, не довязывая его до конца. Далее мы меняем цвет на черный. Вяжем 2 столбика без накида черным цветом. Один провязываем, второй не довязываем до конца, меняем цвет. Меняем. Далее у нас идет 2 столбика без накида белым цветом. Подтягиваем черную нить. Вяжем один столбик без накида и второй столбик без накида, не довязывая до конца. Далее идет черный цвет. Меняем. Ниточки подтягиваем. Вяжем. Один. И второй столбик без накида черным цветом. Далее нам нужно поменять цвет на малиновый. Меняем. Вяжем один столбик без накида малиновым цветом, не довязывая его до конца. Далее снова меняем цвет на черный. Далее вяжем один столбик без накида черным цветом, не довязывая его полностью. Далее нам нужно поменять цвет на белый. Вяжем 2 столбика без накида белым цветом. Один. И второй, не довязывая его до конца, меняем цвет. Меняем цвет на малиновый. Нам нужно провязать 3 столбика без накида малиновым цветом. Один. Второй. И третий, не довязываем его до конца, меняем цвет. Нам нужно провязать один столбик без накида черным цветом. Мы его не довязываем до конца, далее меняем цвет на белый. Дальше у нас идет один столбик без накида белым цветом. И раппорт узора мы провязали. Дальше снова переходим на начало ряда и провязываем так же, как мы и провязывали до конца ряда. Провязываем снова раппорт узора. Меняем цвет на черный. Не довязываем. Меняем цвет. И так дальше продолжайте вязать. Итак, 4-й ряд я довязала. Дальше смотрите, начинаете вязать 5-й ряд. И давайте по узору провяжем самостоятельно до 12-го ряда включительно. Провязываем, повторяем раппорт снова в ряду. И так дальше вяжем, вяжем, вяжем до 12 ряда. Я думаю, здесь специфика замены цвета понятна. Поэтому давайте встретимся с вами, когда провяжем полностью узор. Итак, я провязала полностью узор, 12 рядов. И вот что у нас получается. Все нити, которые торчат, я сейчас спрячу. Спрячу, лишнее отрежу и продолжим вязать дальше. Итак, все, ниточки все я спрятала. Дальше мы начнем обвязывать боковые стороны, а также формировать отверстия для шнурка.
Начинать обвязывать мы будем с изнаночной стороны. То есть смотрите, как мы будем обвязывать. У нас здесь 12 рядов, и то есть каждый ряд мы будем считать, как бы это будет у нас петля, то есть 12 петель. С самого первого ряда, то есть не с ряда, а с той петли, с которой мы начинали вязать первый ряд. Точнее, уже здесь заканчивали. Начинаем вязать. Заправляем нить. Делаем одну воздушную петлю и дальше начинаем вязать. Вяжем один столбик без накида в первый ряд. Вот он, первый ряд видно где. И вот сюда вяжем столбик без накида. Провязали. Далее вяжем 2 воздушные петли. Один ряд мы пропускаем, второй ряд получается. И вот в третий начинаем вязать столбик с накидом. И в четвертый ряд мы также будем провязывать столбик. Получается, у нас после отверстия для шнурка идет 2 столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. Пятый ряд пропускаем. В шестой заводим крючок. Вяжем столбик 1 без накида. И следующий ряд вяжем второй столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. Следующий ряд пропускаем и в следующий через ряд начинаем вязать. Вяжем 1 столбик и следующий ряд. Так, второй столбик. Далее снова 2 воздушные петли подъема и здесь мы уже будем вязать 2 столбика без накида в одну петлю. Вот эту уже. Один и второй. Провязали. Вот что у нас получается. Вот наше отверстие для шнурка. И дальше мы вяжем, как обычно вяжем с изнаночной стороны, столбики без накида. Вот до этого места. Дальше мы снова начнем формировать отверстие для шнурка. Итак, смотрите, я довязала до следующего уголочка. У меня осталась не провязанной одна петля, и в эту петлю мы вяжем 2 столбика без накида. В одну петлю 1 и второй. Далее набираем 2 воздушные петли и будем пропускать ряд. Получается, что мы вязали 2 столбика без накида в одну петлю, это в 12 ряд. 11 ряд мы пропускаем и вяжем столбик без накида в 10 ряд. Там, где у нас 10 ряд. Вяжем 1. В 9 ряд вяжем второй столбик без накида. Далее 2 воздушные петли. 8 ряд мы пропускаем и начинаем вязать столбик без накида в 7 ряд. Один. И второй столбик без накида в 6 ряд. Далее 2 воздушные петли. 5 ряд пропускаем, вяжем столбик без накида в 4 ряд. 1 и второй столбик без накида в 3 ряд. Далее 2 воздушные петли. Второй ряд мы пропускаем и вяжем столбик без накида в 1 ряд. Далее мы провяжем соединительный столбик в следующую петлю, где мы начинали вязание. Разворачиваем вязание и начнем еще вязать один ряд. Вяжем столбик без накида. Далее столбик без накида вяжем под 2 воздушные петли. Далее вяжем столбики без накида в петли. Далее столбик без накида под воздушные петли. Далее 2 столбика без накида, 1, 2
Далее подвоздушные петли. 1, 2 и подвоздушные петли. Далее провязываем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше мы будем вязать соединительные столбики вот этой части. Вот таким образом провязываем полностью до уголочка. Вяжем, не доходя до 2 воздушных петель, где мы формировали отверстие для шнурка, 2 петли. Довязала я соединительные столбики, осталось у меня 2 петли до 2 воздушных петель. Здесь мы уже вяжем столбики без накида. 1 и 2. Провязали. Дальше столбик без накида под воздушные петли. Далее 1, 2. И следующий столбик без накида под воздушные петли. Снова 1, 2. Столбик без накида под воздушные петли. Снова 1, 2. Под воздушные петли. И у нас осталась еще одна петля. В нее мы провязываем 1 столбик без накида. Дальше делаем еще одну петельку. Можно, в принципе, сюда куда-нибудь провязать соединительный столбик, но я так не буду делать. Сделаю просто петлю и отрежу нить. Отрезаем. Дальше я эту ниточку протяну немножко. Сюда, например. Завяжу узелочек между этими двумя ниточками и спрячу. Дальше я тут завяжу узелок. Можно еще один завязать узелочек. И потом спрячем нить. И пинетка у нас почти уже готова. Осталось совсем чуть-чуть. Нам осталось связать еще шнурок для пинеток. Как вязать такой шнурок, у меня есть отдельное видео на канале, вы можете его посмотреть. И ссылку я оставлю в описании под этим видео. Далее я сейчас заправлю шнурок и покажу пинетки в готовом виде. И вот такие пинетки у меня получились. Я еще думаю над тем вопросом, вставлять ли сюда люверсы. Не знаю, возможно, они здесь будут лишние, потому что здесь так довольно-таки яркий принт. Еще подумаю над этим вопросом. Как вы уже могли заметить, я вовнутрь пинетки вставила вот такие вот пинеточки-носочки, которые я вязала спицами. Пинетки лучше держат форму, и, кстати, шнуровать пинетки было намного проще. А у меня на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!